Привет, друзья! С вами проект Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны, и в этом ролике мы поговорим абсолютно о всех современных Android-смартфонах. В особенности этот ролик коснется OLED и AMOLED дисплеев. Расскажу о том, как можно активировать DC-dimming, то есть устранение мерцания. А также покажу фишку, которая позволяет максимально убрать выгорание ваших дисплеев, если у вас OLED или AMOLED. Сперва стоит разобраться в таком понятии, как шим в экране телефона, который связан с яркостью. В целом, многие пользователи смартфонов думают, что шим – это какая-то плохая вещь, которая появляется в определенной ситуации. На самом деле, шим – это технология, которая используется в основном в OLED и AMOLED дисплеях. Но здесь стоит добавить оговорку, что от шима у многих людей устают глаза и даже начинаются головные боли. В основном это происходит с теми, кто часто использует свой телефон, то есть продолжительное время смотрит на экран. В основном такие симптомы появляются вечером, потому как шим появляется при низкой подсветке, то есть когда яркость нашего дисплея опускается ниже определенного процента, в основном ниже 30%. Как на вашем телефоне проверить уровень шима в домашних условиях? Вообще есть такой специальный аппарат, который это делает, но конечно же у нас его нет, поэтому мы проверим это следующим образом. Обязательно отключаем темный режим, если он у вас включен. Далее нужно открыть какое-то белое меню. Например, на телефоне Xiaomi я просто захожу в настройки. Далее я открываю шторку и начинаю постепенно уменьшать уровень яркости. Именно сейчас через камеру вы можете заметить такие полосы, которые бегут по телефону. Чем меньше яркость мы делаем, тем больше этих полос мы можем увидеть. Это и есть шим. Очень важно, к слову добавлю, вы сейчас вместе со мной видели эти полосы, потому как вы смотрите этот ролик, который я снимал на видеокамеру другого телефона. То есть, если вы просто сейчас возьмете свой телефон и также будете уменьшать яркость, то вы ничего не увидите. Это нужно делать под камерой другого телефона. Просто возьмите у кого-то телефон, обязательно включите режим видео, сделайте все то же самое и наведите телефон на экран. При уменьшении яркости вы обязательно увидите такие полосы. Именно сейчас на этом телефоне, а это Redmi Note 13 Pro Plus, есть встроенная функция уменьшения мерцания, поэтому сильного шима здесь нет. Вот, к примеру, я беру другой телефон, делаю то же самое, здесь шим заметно гораздо больше. Как я сказал ранее, шим – это технология, почему телефон начинает мерцать, когда мы понижаем яркость. Вместо того, чтобы полностью уменьшать силу свечения, экран начинает быстро переключаться между максимальной яркостью и полным ее отключением. В основном это делается для того, чтобы не искажать цвета вашего дисплея. Поэтому, если на вашем Android-телефоне есть функция DC-димминга или устранения мерцания, а именно она позволяет устранить это мерцание, обязательно включайте эту функцию. Также далее покажу фишку, если в вашем телефоне нет встроенной функции DC-димминга, как это можно регулировать, чтобы глаза у вас не уставали. В общем, заходим в настройки, в поиске настроек пишите DC-димминг, либо устранение мерцания. На разных моделях телефонов это может называться по-разному. Также на телефонах Xiaomi, особенно с оболочкой HyperOS, вы можете зайти вот в такое скрытое меню. Как зайти в такое меню, я показывал в предыдущем ролике. Если что, ссылку на него оставлю в описании. Это работает только на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. В данном поиске вы также можете прописать DC-dimming либо устранение мерцания. Я пишу устранение мерцания, у меня выпадает такая опция, которая находится в экране яркость. Но нюанс в том, что если я сюда захожу, то здесь данный раздел вообще не отображается. Это потому, что данная функция здесь встроена, она активирована по умолчанию. Также DC-dimming или устранение мерцания, например, на телефонах Xiaomi можно посмотреть в режиме разработчика. Раньше Xiaomi ее добавляли туда. Для этого зайдите в настройки, о телефоне. По версии OS кликайте много раз, пока вы не станете разработчиком. Далее заходим в расширенные настройки, внизу для разработчиков. И в этом меню ищите функцию DC-dimming либо устранение мерцания. Но как я уже сказал, в последних версиях Xiaomi DC-dimming либо устранение мерцания уже активировано по умолчанию. Сейчас в основном Xiaomi на HyperOS делают так. И если у вас телефон Xiaomi среднебюджетник или флагман, вам просто нужно проверить мерцание, как я это показывал. Видите, на этом телефоне у меня практически нет мерцания. А если шим сильный, то вы увидите следующее. Вот от такого уже сильно могут уставать глаза, либо болеть голова.
Что же делать, если вы проверили шим на своем телефоне, он достаточно сильный, мерцание присутствует, а функции DC-dimming нет? Друзья, в таком случае у вас на телефоне либо должны быть root права, либо если у вас нет root прав, тогда вам поможет следующее приложение. Дело в том, чтобы устранить шим, нужно вмешательство на аппаратном уровне. То есть такую опцию может встраивать сам разработчик, либо вы сами ее можете поставить, если у вас есть root права. И когда вы активируете DC-dimming или устранение мерцания, на транзисторах телефона регулируется напряжение таким образом, что шим становится меньше. Так как у 90% пользователей нет root прав, покажу, как это сделать с обычным приложением. Вы просто сможете открывать шторку, активировать вот эту функцию, ваша яркость будет регулироваться таким образом, что шим будет отсутствовать. Также в этом приложении есть функция, которая реально работает от выгорания AMOLED-дисплеев. Приложение называется так. Screen Dimmer. Советую скачать именно эту версию, ссылку на это приложение оставлю внизу в описании под роликом. Скачать вы его сможете в моем телеграм-канале. Именно в этой версии нет ничего лишнего. Все ненужное вырезано, остаются только основные функции. Обязательно смотрите, как его настроить. К слову говоря, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, туда я часто скидываю различные фишки Android-телефонов и вот такие приложения. Все для того, чтобы улучшать ваши телефоны. Итак, после установки приложения, пока его не запускаем, удержите на нем. Зайдите вот в эти настройки. На телефонах Xiaomi нажимаем батарея, выставляем здесь нет ограничений, шагаем назад, спускаемся вниз, ставим галочку «Разрешить запрещенные настройки». После этого идем в основные настройки, приложение, автозапуск в фоновом режиме, находим здесь данное приложение, ставим на нем галочку. Не волнуйтесь, батарею оно поджирает совсем минимально, и то, когда вы будете его активировать вот здесь через шторку, в нужное вам время. Далее запускаем приложение, переходим в настройки, которые нам предлагают, ставим здесь галочку, шагаем назад, идем дальше. То же самое. Здесь заходим в скачанные приложения, Screen Dimmer, ставим одну вот эту галочку, шагаем назад. Идем далее. Разрешение уведомлений также можно дать. Если что, их в любой момент можно отключить. Готово. Вот это меню с батареей сразу можно скрыть, так как ограничения по батарее мы уже сняли. Включаем затемнение экрана. Далее смотрите, это приложение уже активно. Когда оно активно, в шторке появляется вот такое меню. Теперь открываем шторку, нажимаем «Изменить». Находим здесь Screen Dimmer, нажимаем плюсик. Готово. Активация данного приложения появляется здесь. Теперь, если я его отключаю, оно полностью деактивируется, и яркость я могу регулировать сам. Но когда мы его включаем, яркость ползет в самый верх. Но в этот момент на данную шкалу смотреть не нужно. Приложение отдельно регулирует яркость вашего телефона, таким образом, чтобы у вас не было шима. Возвращаемся в само приложение. Настройки яркости. Во время использования приложения вы можете активировать эту шкалу в зависимости от того, какая яркость вам нужна. Больше здесь менять ничего не нужно. Далее очень крутая функция Pixel Filter. Смотрите, когда мы активируем эту галочку, сперва выставляем интервал смены сетки. Я выставляю 30 секунд. Теперь интенсивность. Сразу двигаем шкалу в правое крайнее положение. Именно эта функция позволяет вашему AMOLED-дисплею не выгорать. К сожалению, на камеру это не сильно видно, но сейчас мы выставили ползунок в самое крайнее правое положение. Текстуры наших пикселей изменяются. Это работает так, что приложение отключает на вашем экране некоторые пиксели, выборочно, по всему экрану. И такое отключение пикселей срабатывает каждые 30 секунд. То есть каждый промежуток этого времени пиксели меняются, отключаются разные пиксели. За счет чего на AMOLED-дисплее они не выгорают. Но интенсивность в 7 пикселей это слишком много. Экран становится как будто с низким разрешением. Если выставить 4 пикселя, тогда разницы визуально вы не заметите, но ваш экран также будет сохраняться. Что советую сделать? Сперва вы выставляете максимально 7 пикселей. Все приложения полностью закрываете, так как мы уже все настроили. Открывайте шторку и пробуйте запускать данное приложение. Сейчас я его отключил, а сейчас активирую. По моим пикселям сразу видно, что приложение активируется. Если у вас также все активируется, возвращаемся в приложение,
пиксель-фильтр, выставляем 4 и закрываем приложение. У нас все настроено. Также очень важно вот в этом пункте оставлять А. Это автояркость, чтобы приложение само все регулировало. Кстати, это уведомление просто можно смахнуть, либо удержать на нем и отключить. Ничего страшного. Рекомендую активировать это приложение, например, по вечерам, когда вы часто сидите в социальных сетях, читаете электронную книгу, либо играете. Ведь именно в такие моменты глаза могут уставать от шума. Друзья, если у вас возникли вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала Power Device. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.